Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». Паранормальные явления во всем мире встречаются довольно часто, и некоторым людям даже удается заснять их на камеру. Сегодня я приготовил для вас страшные видео, на которых паранормальное было снято на видео. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Угольная шахта. Данное видео опубликовал пользователь Reddit. Он утверждает, что его камера наблюдения за животными зафиксировала некую фигуру, которая двигалась слева направо. Давайте посмотрим. Мы видим, как прямо перед камерой медленно движется нечто похожее на фигуру человека. И если присмотреться, то у нее даже можно различить движение ног. Вы это видите? В комментариях под видео ведется активное обсуждение. Один из комментаторов спросил у автора, где находится это место. И после того, как получил ответ, то навел справки и выяснил, что рядом с этим местом находится старая заброшенная угольная шахта, которая работала здесь с 1890 по 1940 год. История этой шахты, как и у многих других, наполнена несчастными случаями, которые приводили к гибели десятков мужчин. При этом некоторых из них до сих пор не нашли под завалами, так как места признаны опасными и туда не пускают даже спасателей. Самым верным шагом было все изолировать от посторонних лиц. Действительно ли здесь обитают призраки бывших шахтеров, которые все-таки выбрались наружу после смерти? Или это все-таки туман, либо сбои в работе камеры? Решать только вам. Заброшенная фабрика. Популярный ютубер Крис посещает старую заброшенную фабрику, расположенную в Кливленде, штат Огайо. Он описывает посещение данной фабрики как одно из самых пугающих событий в его жизни. Давайте посмотрим, что с ним произошло. What was that? Fuck. Come on, man. Спустя время Крис был в недоумении насчет того, что произошло в ту ночь. Однако любопытство сыграло свою роль, и он решил вернуться туда еще раз спустя время. Мы видим Криса, который снова спускается в тот самый подвал, где произошли предыдущие события. Однако, возможно, ему не стоило туда возвращаться. Итак, Крис исследует старую комнату, где, по его мнению, он услышал странный звук. Слушайте внимательно. Weird noise in this room. That's creepy. Вы это слышали? Можно услышать мужской голос, который что-то шепчет, но слова сложно разобрать. Вскоре ситуация обостряется, и Криса ждут более ужасающие события. Bones are still there. It's nasty. What the hell is that? Oh, shit. Something's up there.
Внезапно какой-то объект либо падает, либо был намеренно брошен на крышку люка. Криса охватила паника, он быстро поднимается по лестнице, отчаянно пытаясь определить источник этого падения. Но достигнув места, он никого не находит. Однако в этот момент камера, которую Крис разместил в подвале, снимает нечто жуткое, что напугало зрителей данного ролика. That scared the shit out of me. На камере видна белая полупрозрачная фигура, которая пересекает пространство подвала. Крис, озадаченный тем, что произошло ранее, решил сесть и успокоиться. И вот он сидит и листает ленту своего телефона, еще не зная, что последующие события будут для него абсолютно ужасающими. Внезапно Криса силой отталкивают назад. Он падает на пол и теряет сознание. Так он пролежал около 10 минут. И после он незамедлительно покидает данную фабрику. Позже Крис рассказал о серьезности произошедшего. В момент, когда он упал, объектив его камеры и экран телефона были повреждены. На этот раз он заявил, что больше никогда не вернется в это место снова. Хотя, зная Криса, когда-нибудь любопытство снова возьмет верх, и мы снова увидим видео из этой заброшенной фабрики. Дорога домой. Следующее видео было загружено ютуберами из Японии. Авторы ролика заявляют, что эти кадры были отправлены им и их подписчикам, который пожелал остаться анонимным. По дороге домой, с работы поздно вечером, подписчик заметил призрачную фигуру, которая стояла вдоль дороги. Давайте посмотрим. Обратите внимание, что, как кажется, тень движется и раскачивается. Подписчик в своем сообщении им написал, что в реальной жизни данная фигура была гораздо более различимой и очень похожей на человека. Многие зрители в комментариях отметили, что это похоже на духа или сгусток энергии. Однако некоторые считают, что это просто постановка и на самом деле никакого подписчика, приславшего это видео, не существует. А заслуживает ли это видео внимания среди любителей паранормального, вы решите сами. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись, ссылка в описании. Одна дома. В этом ролике пользователь Reddit переехала в новый дом, и с тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Она начала слышать странные звуки и видеть движение предметов, которые невозможно объяснить. Однажды ночью автор ролика оказывается одна в доме, и происходит следующее. Картина начала необъяснимым образом раскачиваться в разные стороны, но это еще не все. Следом рабочий стул медленно поворачивается в сторону автора ролика, будто пытается взглянуть на нее. Испуганная девушка убегает вниз на кухню и ждет своих соседей по дому. После публикации данного видео зрители Reddit начали искать рациональное объяснение этому. И многие согласились, что подобные движения могут быть вызваны сквозняком, так как вентиляционное отверстие расположено над картиной. Автор ролика писала, что ее термостат активирует систему отопления в 16:00 ежедневно, и поэтому это вполне возможно. Но вскоре она записывает еще одно видео, которое было снято до 16:00, то есть до включения термостата. We're gonna see if that does anything to move
Move the picture frame. The heat did not come on yet. Пока она снимает на камеру картину, внезапно раздается громкий хлопок откуда-то с другой стороны двери. После она обнаруживает, что один из ее ботинков упал вниз. Однако это еще не все. Она слышит громкий хлопок позади себя, из той самой комнаты, из которой она только что вышла. Она возвращается туда и видит, что картина таинственным образом упала со стены. Как вы думаете, что может быть причиной этих явлений? Правда ли, что у нее в квартире обитают привидения? Пишите свое мнение в комментариях. Корейский дом. Корейский охотник за привидениями отправляется в заброшенный дом, где много лет назад произошла трагедия. Он пытается связаться с духом человека, который заперт в этом доме. Автор ставит спиритбокс, и спустя несколько минут происходит что-то странное. Пока работает спиритбокс, дверь прямо перед ним медленно открывается сама по себе, а затем он слышит стук позади себя и видит прямо перед собой прозрачную фигуру. Некоторые думают, что это мог быть дух прежнего владельца, другие говорят, что это сбой в работе камеры, и там прошел обычный человек. Но чем бы это ни было, выглядит это действительно жутко. Совместный переезд. Семью автора следующего ролика в их предыдущем месте жительства терроризировал полтергейст. Кроме того, они часто замечали теневые фигуры, которые спокойно бродили по дому. Они решили переехать, но и в новом доме это продолжилось. Давайте посмотрим. Start recording just like I normally would, and stuff happens. So, been hearing some noises. Maybe a quick walkthrough of the house, so no one thinks there's someone behind me. Laundry room. Nowhere to hide in here. Well, look at the rest. I know you can hear that. Cat just took off. He's trying to get out. Studio. Он прошел через весь дом и был повсюду, пытаясь найти происхождение этих звуков, но ничего не нашел. Затем, в одну из следующих ночей, происходит следующее.
Он открывает все окна, чтобы впустить свежий воздух. Автор ходит по комнатам и продолжает снимать все происходящее. Однако он не заметил одного момента, а зрители ролика увидели одну деталь. Во время того, когда он проходит через обеденную зону, можно увидеть темную фигуру, которая стояла неподвижно и будто смотрела на автора ролика. Возможно, какая-то сущность просто привязана к ним, и помочь могут только знающие люди. А возможно, это простая постановка. Впрочем, решать только вам. Крик. Данное видео было найдено в TikTok. Оно довольно короткое, но заставило многих его зрителей изрядно испугаться. На кадрах видно, как автор гуляет по лесу поздно ночью. Непонятно, что он там делает в это время, но допустим. Где-то вдали он слышит ужасающие крики. Давайте посмотрим. Многие люди в комментариях считают, что подобный шум может исходить от Скинуокера, так как он умеет имитировать голоса, заманивая своих жертв. Конечно, никто не может это подтвердить наверняка, но это самая популярная теория. Интересно то, что никто не рассматривает версию, что людям действительно нужна была помощь. Из окна. Следующий автор исследует заброшенные дома. Однако, как позже выяснится, не все они заброшены. Но об этом позже. Итак, мужчина по имени Дастин снимает заброшенный дом снаружи. Судя по всему, где-то в глуши. Поначалу кажется, что все нормально. Дастин просто снимает дом и его окружение. Однако позже он делает шокирующее открытие, которое он не заметил сразу. Давайте посмотрим. Если вы посмотрите внимательно, то вы можете увидеть нечто наблюдающее из окна дома. Возможно, таким образом это существо отпугивает нежелательных посетителей от своего дома. Но также это может быть обычный бездомный человек, который поселился там. Кроме того, это может быть и простая постановка. В любом случае это хорошо, что Дастин прошел мимо и не заметил этого. Потому что кто его знает, что его ждало внутри этого дома. Пещера. Следующее видео было найдено на YouTube. Люди с этого ролика услышали шум в пещере и решают посмотреть, откуда он доносится. Они заходят глубже и думают, что это им показалось, пока не происходит следующее. В этой шахте явно что-то есть. Зрители пишут, что это Скинуокер. Другие считают, что это другой вид криптидов, но при этом почему-то исключая перевертышей. Однако я нашел автора этого ролика, и он оказался режиссером, поэтому выводы делайте сами. Деревня мертвых. В следующем видео российский ютубер посещает деревню мертвых с целью найти там доказательства существования паранормальных явлений. В начале видео он слышит звуки, находясь снаружи дома. Давайте посмотрим. Что сейчас было?
Возможно, это была просто птица, а может быть, это был кто-то внутри дома, кто предупреждает его, чтобы он не входил внутрь. Почему я должен отсюда уйти? Почему я должен отсюда уйти? Статичная камера снимает громкий звук в одной из комнат. Она также фиксирует полупрозрачную фигуру, которая двигалась прямо перед камерой. Позже на камеру попала еще раз фигура, которая двигалась к лестнице. Пока Денис исследует одну из комнат, кажется, что кто-то снаружи пытается ясно намекнуть, что ему пора уходить. В один момент он подумал, что все прекратилось, но это был еще не конец. Что-то нехорошее происходит в этой деревне. Кажется, что духи действительно хотят жить здесь одни и не горят желанием покидать свой дом. Что вы думаете по поводу этого видео? Была ли это постановка или реальное проявление паранормального? Голова. Следующее видео было опубликовано молодым и амбициозным музыкальным продюсером, который в основном в своем блоге делится своими творческими работами. Однако у него есть один ролик, который автор описал как весьма необычный и ужасающий. Однажды вечером он и его девушка проводили время за просмотром фильма и разговорами о жизни. Они лежат на кровати, и за мгновение, как это короткое видео закончится, происходит следующее. Are you checking yourself out? Come on. Cock? Жуткая голова видна в верхнем правом углу экрана, прямо перед автором ролика. Сам мужчина говорит, что дома они были совершенно одни. Однако, когда они увидели этот силуэт на видео, они поняли, что ошибались. Стоит отметить, что это не выглядит как рука или часть тела, создающая подобный жуткий эффект. Это прямо похоже на голову человека. Как вы думаете, что они засняли? Нечто паранормальное или это что-то было совсем другое? Странный дом. По словам владельца дома из следующего видео, в нем присутствуют паранормальные явления. Ютубер направляется туда со своим другом, чтобы заснять нечто мистическое. Один из них осматривает место и начинает слышать странные звуки. Oh, look, it's a buck. How was that? I don't know if you guys can see that right now. I guess it could have been from me walking. I guess, but these are kind of moving. She likes you. Door number 3. Here we go. What the f***? Hello? Другой исследователь находится в гостиной. Он оборачивается и видит это. What the f***? Услышав тихий шум, автор проходит мимо. Однако в этот момент занавеска снова приподнимается, но почему-то он ее не замечает. Bro, I keep on hearing Hello? Стоит отметить, что многие зрители считают, что в этом доме определенно что-то есть.
Однако того, что мы увидели, недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также, как всегда, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Туда подпишитесь, там реально очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Когда плохое настроение, рад. Если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал. Брат, не подписался, поиграл. Флаг.